Всем привет! И сегодня такой необычный ракурс. Но нужно, чтобы было видно и меня, и стол. Так что будет такой ракурс. И сегодня я хочу попробовать сделать самостоятельно масло из кокоса. Кокосовое масло известно очень многим девушкам на данный момент за свои чудесные качества, за свою пользу для волос, за уходовые отличные свойства, что оно прекрасно восстанавливает волосы. И мне интересно стало пробовать именно сделать самой, поскольку это будет наверняка очищенное масло. Абсолютно точно оно будет полностью без примесей, натуральное. Я сама буду контролировать весь процесс. И да, это будет даже дешевле, чем покупать какое-то масло. Посмотрим по ходу дела, как все это пройдет. Сегодня я буду вскрывать кокосы и все, в общем, увидите по ходу дела. Я постепенно буду что-то сообщать по поводу кокосовых ребят. На самом деле я сама наткнулась на видео в интернете о том, как можно сделать кокосовое масло самостоятельно, и меня это реально заинтересовало, поэтому я решила попробовать, почему бы и нет. Я люблю пробовать всякое такое новое, интересное для себя сама. Так, я возьму тарелочки для того, чтобы складывать сюда кокос, очищенный уже, когда он будет. Кокосы я выбирала, чтобы они были целые, чтобы их глазки вот эти были не темные, чтобы они были примерно по цвету схожи с самим кокосом, не сильно темнее. Достаточно твердые глазки, что в принципе хорошо говорит о том, что он не гнилой. Жидкость там булькает в обоих, это тоже очень хорошо. Я увидела способ в интернете, как открывать кокос. Его можно открыть с помощью простукивания. Подготовлю мисочку для сливания кокосового молока, потому что придется пробивать сначала дырочки. Так, не знаю, какую даже сначала пробивать придется. Я взяла для этой цели отвертку, надеюсь, я смогу. Надо пробить 2 дырки. Вот это похоже мягче. Я уже покупала раньше кокосы. Получается. Но я, правда, пробивала их ножом, по-моему, или чем-то. О, есть контакт. Тогда я сломала нож, помню. Я его первый раз крутила и не могла открыть. Какой-то жесткий глаз не хочет. Так просто не хочет. Давайте другой попробуем. Вот и какой-то кокос. Хрен пробьешь его просто. Развлекательное занятие, если бы было на сегодня. Да, первый глазок-то был помягче. Надеюсь, я себе не попорчу отвертку всю нафиг. А то мне потом не скажут спасибо, родня, за это. Слабже, ну. Не знаю, если не пробью, придется выливать через один, потому что это какой-то очень не слабый такой кокос. Да, хрен пробьешь, кокос, давай тебя. В общем, хрен знает, не очень-то мне получается пробить. Это так все просто на видео. Попробую через одну дырку вылить, что делать. Что делать? Придется вытряхивать через одну дырку, хоть одна поддалась, это спасибо. Вариантов тут немного. Так, похоже, он уже пустой. Вода, потому что не выливается. Отложим в сторону открытый, пробитый. Приступим ко второму, не знаю. Да, довольно-таки твердые дырки здесь, но все-таки они не темные хотя бы. Так, этот пробился. И очень хорошо. Попробуем еще одну какую-нибудь. Как мне сказали на видео, 2 дырки помогают выходить кислороду. Так, возможно, вот эта дырка пробьется. Да. Крепкий орешек ты, кокос. Друг. Сердечный. Какая-то должна поддаться. Короче, тут тоже не хочет пробиваться. Один глазок поддается, а остальные все не хотят. Так что придется
обойтись одной дыркой опять. Что делать? И водицу из кокоса придется профильтровывать, потому что здесь примеси, которые попали с внешней стороны кокоса. Вода, кстати, вкусно пахнет кокосиком. У меня есть остатки кокосового масла из Таиланда, оно вот так пахнет примерно кокосом. Сейчас я тогда профильтрую хорошенько водичку кокосовую, чтобы не было этой всей грязюки со внешней части. Кстати, вот коричневый кокос все-таки вкуснее, чем зеленый. Я пробовала в Таиланде, он вообще не вкусный. В общей сложности получилось совсем немножко кокосовой водички из 2 кокосов, но она пахнет вкусно, на вкус она сладкая, значит оба кокоса спелые. Это меня очень радует, потому что покупала всего 2 кокоса. Кокосовую водичку я оставлю, потому что она нам пригодится, потому что в ней также есть определенные масла, определенная доля масла кокосового, и это пригодится нам в любом случае. Отставим немножко в сторону. И сейчас нужно будет отделить кокос от этой твердой оболочки. И это можно сделать с помощью простукивания. Я пока это не буду натирать, потому что сейчас все полетит, я чувствую. И я не знаю, мне отвертка, наверное, меньше удар дает, поэтому я буду простукивать обратной стороной ножа. Потому что у меня нет никакого, ничего такого увесистого. Попробуем именно простукиванием это сделать. Нам нужно добиться, чтобы пошла по кокосу трещина, поэтому сначала я немножко простучала вот здесь в дырочек, по кругу буду простукивать вот тут, потом в середине и уже 3 части туда это. Нужно добиться именно, чтобы появилась трещина. Фух, ага, простукиванием, знаете ли, я не обошлась, потому что слишком попались упертые ребята мне. Вот, но я смогла расколошматить немножко, разделить с помощью того, что я пошла, завернула в полотенце и шандарахнула в подъезде о ступеньку. Полотенце теперь надо будет стирать. Вот здесь костянка вот эта откололась. Потихонечку сейчас буду ее еще попростукиваю и буду ее отделять. Вот тут она еще отделяется хорошо. Так, главное не повредить сильно сам кокос. А то он тоже треснул, аккуратно буду его смотреть. Я еще постучу. Вот она отлетает сама хорошо. Помогла им немножко хрустнуть, вот кокос уже открывается. Тут она хорошо сидит. Есть, отскочила. Вот наш первый кокос очищенный полностью. Просто я решила, что так будет реально быстрее, чем ходить, уговаривать тут его и соседей травмировать. Тут слышимость дикая, они с ума сойдут. Поэтому аж вакнула быстренько и все. Сорочина от вас кокосы, конечно, нужно было бы помыть. Ну ладно, вот это реально крепкий орешек, он такой красивый внутри. Только надо, конечно, его сполоснуть от всей этой фиганины. Видите, какое веселое занятие я себе нашла, придумала. Ну уже финиш, давай. Фу, ну что ж, я отделила наконец-то кокос от этой костяной оболочки. Такая вот сорочина от кокоса получилась. Очень мило, у меня уже руки отсохли колотить. Ну, хоть я в ступеньку его шагнула, все равно он достаточно упертый был парень. Да, вот так вот. Вот кто самый настоящий крепкий орешек, это кокос. Дальше его нужно почистить от всей этой оставшейся кожуры. Но она сходит, в принципе, легко. Как картошку можно чистить его прямо. Так, я почистила, наконец-то, этот кокос. Это не такое быстрое занятие, когда кокос твердый.
И свежий, значит, как бы, да. Фух. Кокос очищен, мои руки уже увлажнены, это очень хорошо. Сейчас буду натирать кокос на мелкой терке. Какая приятная получилась стружка. Она такая влажная, вся масляная, реально очень приятная. И скоро из этого будет наше масло готово. Да, конечно, это занимает определенное количество времени, но я думаю, можно уделить себе несколько часов на то, чтобы сделать прекрасное масло. Самостоятельное, которое точно будет работать. А это очень важно, я считаю. Единственное, что заметила, такой странный есть эффект у кокосового масла. Оно как-то тупит лезвие, что ли, когда вот я даже чистила ножичком от кожуры от этой твердой саму мякоть. Почему-то она реально затупляла лезвие, что просто хуже начинало срезать оно. И тут на терке то же самое произошло. Вот сейчас у меня вся терка в масле, так приятно. Масло есть здесь. Что нам теперь нужно сделать? Водичка, которая у нас осталась после 2 кокосов. Сейчас мы ее подогреем до примерно 40 градусов, не больше, чтобы... как вкусно пахнет! Чтобы не потеряло оно полезные свойства свои, масло наше. Подогреем нашу масляную стружку благодаря этому теплому маслу, благодаря молочку вернее. Подогреем именно масло, которое в волокнах содержится, чтобы оно также начало выходить, чтобы... О, как это приятная вся в этом масле. Чтобы максимум масла нам получить. Также нам понадобится блендер, чтобы измельчать еще меньше стружку. Сначала я запихнула в тарелку, но вот у нас очень много занимает стружка, поэтому я разместила в контейнере. Заодно руки увлажнила, очень приятно и хорошо. И сейчас я подогрею эту водичку на водяной бане, чтобы нам можно было ее использовать. Итак, я подогрела водичку, вливаю теперь ее через ситечко еще раз в кокос. Также можно добавить немного теплой воды, но тоже, чтобы она была не горячая, слегка теплой. Как определить температуру, я думаю, несложно. Это все чуть-чуть теплее, чем наша температура тела. И начнем блендером все измельчать. В общем, такая получилась масса у нас, и сейчас я буду отжимать всю эту массу в баночку и затем поставлю в холодильник на ночь примерно. Нужно отжимать через хлопок. Я возьму чистое полотенце для этой цели. Итак, банка у меня уже подготовлена, простерилизована, и мы будем накладывать часть сюда в чистое полотенце и процеживать. Точнее, выжимать все будем. И выжимается вот такое молоко. И течет мимо, конечно же, как без этого. Так, я отжала весь кокос, и у меня осталось вот столько молока кокосового вместе с водой, конечно же. И я буду еще раз профильтровывать все, наливая в баночку через двойной слой полотенца. Потихонечку. Чтобы на всякий случай отфильтровалось все абсолютно. И поставлю это в холодильник на ночь, чтобы масло затвердело. Вода будет на дне. Отделиться, когда масло замерзнет. Увидимся скоро, уже через мгновение с вами, когда уже будет масло готово, когда оно будет уже твердым. Посмотрим, что получится. И у нас осталась стружка, которой нужно дать просохнуть, я так полагаю. Итак, друзья, прошла ночь, и вот у нас получилось масло, оно застыло, и на дне здесь есть вода, она отделилась, нужно теперь ее слить, поэтому я сейчас открою,
Вот застывшее масло. Очень классное, такое белое. Пахнет чудно кокосом. И сейчас я буду протыкать палочкой дырки, чтобы вода у нас вылилась. Нужно ее слить. Так, проделаем дырочку. А может быть 2. О, она уже протекла вода. Смотрите, не знаю, фокусируется, нет. Вот, нужно ее теперь слить в воду, которая отделилась от масла. Но даже так все равно очень приятный запах. Все, воду мы слили, и вот такое масло получается. Воды здесь, конечно, было прилично, количество такое, ну потому что я растапливала, чтобы получше можно было перемолоть сам кокос. Вот теперь у меня стружка здесь сушится, она уже в принципе высохла. Можно ее использовать также в выпечке, в приготовлении блюд, и даже, говорят, можно скрабить с помощью кокоса. Вот такое масло получилось. Это масло с 2 кокосов у меня получается. Главное, чтобы кокос был свежий. Здесь где-то вот граммов, может быть, 200. Если его растопить, его будет, конечно же, больше. Вот, но топить я буду руками. И теперь буду наносить его на волосы, пользоваться уходом. Оно прекрасно. Вот. Немножко взяла. Такое легкое, тут же тает на руках. Несмотря на то, что только что держала холодную банку. Я попробую сейчас нанести на волосы и посмотрю в сравнении с обычным тайским маслом, которое я брала в Таиланде. Думаю, было тоже холодного отжима, потому что на нем можно и готовить. Запишу вам результат уже, думаю, завтра, потому что я его наносить буду на ночь. Плюс в том, что масло натуральное, то, что оно имеет все в себе вещества, сохранившиеся полезные, и я в этом точно уверена, потому что делала все сама. Вот, попытка удалась, я этому очень рада, буду пользоваться. Итак, я оставила на ночь кокосовое масло, волосы действительно стали мягче, хотя когда я нанесла, масло само, оно таяло очень хорошо в руках, но на волосах оно засыхало, и волосы были очень сухими. Я переживала за это, конечно, но когда я смыла, им явно стало намного лучше. Вот, даже сейчас видно, что они блестят хорошо. Но, конечно, это еще не весь полный эффект. Я минимально уходовое средство использовала, бальзам, самый обычный, который я использую, который не особо имеет эффект на самом деле, который больше для смешивания, для тонирования. Вот, но я думаю, я продолжу использовать. Постараюсь в первое время в неделю раза 2 использовать масло на волосы. Посмотрю, какой будет результат. Но волосам явно все равно стало лучше, они стали мягче. Постепенно, я думаю, это приведет их в норму. Поскольку я сейчас на этапе восстановления моих волос, об этом видео будет на канале, потому что мои волосы недавно пострадали из-за очень неожиданного ингредиента. Вот, а так в целом эффект, я вижу, есть от одного даже применения. Так что я думаю, это все равно хорошая идея использовать натуральное кокосовое масло. Ну и бонус, у меня есть теперь куча стружки кокосовой, которую также можно использовать в приготовлении блюд, в скрабах. Вот, такое видео получилось. Спасибо вам большое за просмотр. Если вам это видео было полезным и интересно, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. На мой второй канал также есть ссылка в описании или здесь, в окончании видео. Подпишитесь тоже на него. Все ссылки на мои социальные сети есть внизу под видео, а также там есть ссылка на наш альбом. Если вы еще не слышали, то обязательно переходите по ссылке и слушайте. И на сегодня у меня все. Такой классный опыт у меня получился. А вам всего хорошего и живите ярко. Пока!